Привет, друзья! Сегодняшнее видео будет посвящено отоплению в гараже. Как вы уже видели на моем канале, видели, что я крашу, делаю, ремонтирую гараж. И у меня, естественно, стал, как у всех, вопрос об отоплении. Я рассмотрел несколько вариантов. Древное отопление, масляное отопление, там буераны, буржуйки, все что угодно. Но мне это все не нравилось. Мне хотелось, чтобы быстро нагревался гараж от отопления и меньше всего посторонних газов и меньше всего было. И что имеется в виду, заморочек именно с дровами и с маслом, которое как отопление используется. Поэтому, долго-долго выбирая, я послушался знакомых и приобрел себе вот китайский автономку. Как ее только называют? Китайский фен, китайская автономка, дизельный обогреватель для машин. То есть она используется очень активно, и Webasto ее называют. То есть активно ее используют еще при обогреве автомобилей. Так что сегодняшнее видео обогрев гаража. И я Привал Филе, и вы на канале Рыбалка с Карпятником. Я покажу весь свой процесс. От покупки до монтажа. Сейчас я нахожусь в гараже, ко мне пришла Webasto, и сейчас я ее готовлюсь монтировать. Для того, чтобы мне ее смонтировать, я отвел угол, который именно выходит стеной на улицу. Соответственно, у меня в ту сторону гаража выходят соседние гаражи, а здесь ворота, и туда можно вывести выхлопные газы. Соответственно, я выбрал эту стенку. Она мне и оказалась-то пустой в гараже. И для того, чтобы смонтировать, я решил, что отопление, у него выходят выхлопные газы. И я эти выхлопные газы пущу через радиатор, который тоже будет давать отопление. Это тоже дополнительный плюс. И рядом у меня здесь розетка. Здесь можно будет блок управления 12 вольт установить, либо от аккумулятора. Ну, здесь установлю, и будет у меня туда выходить выхлопные газы, и здесь обогрев. А теплый воздух будет как раз дуть в центр гаража. Поэтому выбор места тоже важен. Ребят, с местом я определился, и также я купил себе батарею радиатора. Радиаторная батарея у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 секций. Это простая бэушная алюминиевая батарея. Также сделал вот к ней сгон у токаря. Здесь резьба. И вот под трубку, которая идет в комплекте именно. Вот эта труба выхлопных газов, она идет в комплекте. Поэтому мне пришлось вот здесь сгон стачивать и делать. Все остальное, вот здесь заглушки, все остальное, это покупается в магазине. И труба будет выходить на улицу вот такой пластиковой трубы. Да, все делают железную, ставят. Ну, я не думаю, что она расплавится. Мне просто легче с пластиком работать. Я быстрее ее спаяю. Также купил, у меня есть вот такой профиль 20 на 40. Я из него сейчас сделаю подставку, чтобы смонтировать вот здесь. То есть я буду монтировать здесь. Соответственно, будет вот здесь так выходить отопление и идти в ту сторону. Ну а стол это из него сделаю рукомойник в дальнейшем. Планирую. Вот. Ну и также, чтобы зафиксировать батарею, купил такие крепления к стенке. Вот. И поэтому на сегодня повесить батарею, сварить подставку под этот китайский фен. Вот. Ну и предварительную сборку сделать. Итак, ребят, сварил вот такие уголки. Ну, у меня был 20 на 40 профиль. Из него и сварил. Вот. Будет вот так располагаться на стене. Просверлю в них дырки и закреплю. Ну, хочу покрасить, прежде чем. И уже место выбрал на стенке повыше. Сейчас покрашу. Пусть посохнет. А чуть попозже тогда буду вешать, уже все навешивать. Так, ну что, красим. Крепления, сваренные ранее, покрашенные, высохли. Вот, для того, чтобы держать китайскую эту чудо-печку. Вот, сейчас в них сделаю отверстие под такие дюбеля, 8.
для того, чтобы закрепить их на стене. Также закреплю батарею, которые сзади меня стоят. Крепление уже все вот есть. Вот. И попробую запустить эту китайскую чудо-печку для того, чтобы отапливать гараж. Сейчас, несмотря на то, что тает, все равно прохладно в гараже. Хочу сделать, запустить ее и поработать в теплом гараже. Погнали! Ну что, ребят, по шуму вы уже слышите, что аппарат я включил, и он работает. И прекрасно, фен он китайский называет, вот прям хорошо горячий воздух и дует. Вот. Ну, теперь могу сказать так. Его можно установить в гараже за полдня, если у вас есть все. То есть батареи, трубы, чтобы ничего не докупаться. Вот. Но так как у меня на 2 дня растянулось, так как я сваривал и покрасил именно подставку под это. А так, в принципе, собрал быстро и довольно-таки хорошо. По установке нужно обязательно куда-то его устанавливать, либо к стене вешать, либо еще куда-то. Ну, я вот и выбрал стену, чтобы у меня было, мне здесь будет машина заезжать, и можно будет выйти с нее все-таки, чтобы узкое пространство много не занимало. Также я использовать решил по совету многих видео не только, чтобы он грел и только горячий воздух использовать, но еще выхлопные газы. Вот эта трубка, это выхлопные газы, она здесь выходит. Я уже пытался за нее схватиться, чуть не пожег руку. То есть из нее горячий воздух уходит, и вот у меня батареи сверху, они просто уже нагрелись, огненные. Внизу прохладные. Вот, то есть у меня газ вот здесь, получается, заходит, проходит по трубе и вот здесь выходит. И там уже выходит он напрямую на улице. Для этого я, самая проблема, наверное, сварить и вот продолбить дырку для меня была самая большая вещь. Вот. По особенности монтажа, то есть я его установил так, то есть у меня выходит здесь, выходит, и в ту сторону уже выходит на улицу. Здесь, то есть хомуты. Хомуты, если вы видите, вот здесь они были напрямую с железкой связаны. Вот здесь хомуты. И вот здесь тоже хомут подходит. Такие соединения безрезьбовые и где нет резинок особых, я делал на герметике для печей. Он выдерживает температуру 1500 градусов, чтобы выхлопные газы как раз они не выходили сюда, а все на улицу выходили. Также хочу сказать, что есть особенности монтажа. Здесь вот эти крепления, они идут. То есть я делал на силикон и монтировал. И вон там сверху, смотрите, видите, тоже на силикон. А вот эта трубка, она не защищенная шла, это уже я поставил. Взял от газовой трубы, которая идет к газовому баллону, вот этот кусок трубки, отрезал и внутрь него поставил, вот как раз вот видите, зелененький здесь видно, что здесь вот бензин идет. Просто он недалеко от газовой вот этой трубки будет нагреваться. А так как очень тонкая вот эта зеленая трубочка, то я вот решил его изолировать, и сверху он внутрь хорошо это зашел, шла
шланг и вот изолировал при нагревании. Вот этому шлангу ничего не будет. А тот шланг более такой полиэтиленовый, мне кажется, все-таки лучше изолировать его. Вот. И здесь уже... А вот это воздухозаборник. Воздухозаборник вот здесь выходит, и я его просто к корпусу прикрепил. Вот здесь он забирает воздух. И здесь уже провод, который подключил к аккумулятору. Аккумулятор для меня временное явление, потому что я что-то придумаю, и у меня здесь рядом розетка есть, я подключу напрямую, чтобы 12 ватт выходило, там блок питания, какой-то переходник, еще что-то такое. В общем, придумаю, вариантов много. И последнее, смотрите, выхлопные газы, как вы видите, в столе прорезал и пустил прямо в пластиковую трубку. Многие советуют железную. Железная хорошо отдает тепло, но я не стал этого делать, просто, не буду я заморачиваться, мне и тепла так хватит от батареи и самого фена. Здесь я просто пластик, мне с пластиком легче работать, я его воткнул. И сейчас покажу на улице, как он выходит. Вот, смотрите, на улице я продолбил трубку, и здесь выходит. И все-таки какой-то конденсат, он то ли конденсат, то ли еще что-то такое, он будет выходить. Вот вы видите, если что, вот пар, да, вот. На улице прохладно, вот пар выходит, все равно что-то будет подтекать, какие-то вещи, да, и я все это сделал под уклоном. У меня батарея под уклоном 2 сантиметра, и труба тоже под уклоном 2 сантиметра, чтобы сюда конденсаты эти выходили. Вот. Торчит, шурует, ненужные выхлопные газы, то есть, которые выходят от печки, они на улицу сразу. Ну вот, печка работает 15 минут, я скажу, у меня очень... температура повышается постоянно, вот, все больше и больше, я на полную мощь все выставил, я думаю, за час здесь будет вообще тепло, поэтому я печкой доволен. Вы видели мою историю монтажа, вот. Единственное, что вот эта вот часть у батареи, она, еще особенность, я ездил к токарю, то есть я взял такую пробку с левой резьбой. С левой резьбой сгон такой не делается. То есть он мне в этой пробке высверлил дырку и приварил по кругу железку и вытащил ее прямо вот под этот диаметр. Это вот особенность монтажа. Тоже заняло немного времени. А так все легко и просто. Ребят, я поделился собственным опытом. Кому нравится, используйте. Всем не хвоста, ни шеи. До новых встреч.